Здравствуйте, зрители моего канала. Продолжаю обзор своей коллекции. И сегодня я хочу показать вам фильмы, дистрибьютором которой выступала студия Sony. Которые были выпущены студией Sony и ее дочерними студиями Columbia Pictures и TriStar Pictures. Итак, начинаю. И первый фильм — это фильм Сэма Рэйми «Быстрый и мертвый». Шерон Стоун, Джин Хэкман, Рассел Кроу, Леонардо Ди Каприо. Такой вот диск, такой вот фильм. Из этих трех актеров все три имеют Оскар. Один получил до этого фильма. Это Джин Хэкман, у него уже были. А Рассел Кроу и Леонардо Ди Каприо уже после этого фильма. Это у нас такой вот вестерн, режиссером которого выступил Сэм Рэйми. Далее. Фильм с Томом Крузом и Джерри Магуайр. Спортивная драма. Далее, следующее. Это фильм с Антонио Бандерасом и Кэтрин Зетой Джонс. «Легенда Зорро». Далее, следующее кино. Это фильм «Супер перцы», в котором снялись Джона Хилл и Майкл Сера. Такое вот издание двухдисковое. Данного фильма. Далее, следующее кино. Это фильм с Джеком Николсоном и Адамом Сэндлером «Управление гневом». Такой вот код на накатке диска. Далее «Хэнкок», в котором снялись Уилл Смит и Шарлиз Терон. В данном фильме Уилл Смит играет супергероя. Далее фильм с Адамом Сэндлером «Не шутите с Зоханом», где Адам Сэндлер играет человека, спецназовца, который решил стать парикмахером и уехал в Америку. Это было последнее в старом оформлении дисков Sony. Далее покажу 3D диски. Первые — это у нас фильм «Пассажиры» с Дженнифер Лоуренс и Крисом Праттом. У нас 3D диск, фильм в 3D и в обычном 2D представлен в данном издании. Далее, следующее кино. Это фильм «Прогулка» от Роберта Земекиса. Оформление здесь такое же. И также у нас два диска. Здесь 2D и 3D диск. Далее, следующий фильм — это фильм «Ужастики» с Джеком Блэком. Также здесь представлен фильм в формате 2D и 3D. Оформление дисков разное. И, наконец, последний 3D диск от Sony моей коллекции. Это у нас фильм «Веном» с Томом Харди. Такое вот издание.
Здесь такое же оформление. Здесь у нас также два диска 3D и 2D с одинаковым оформлением. И от Венома переходим к фильмам про Человека-паука, который также выпускала Sony. У нас Человек-паук. Первая часть от Сэма Рэйми с Тоби Магуайром. Далее вторая часть трилогии от Сэма Рэйми. И, наконец, третья. Человек-паук 3. Враг в отражении от Сэма Рэйми. Такая вот трилогия в моей коллекции. Далее. Новый Человек-паук. Такое вот издание. А также новый Человек-паук. Высокое напряжение. Присутствует такая вот карточка. Это у нас два фильма с Эндрю Гарфилдом, исполняющим роль Человека-паука Питера Паркера. И два фильма, где Человека-паука играл Том Холланд. Это Человек-паук Возвращение домой. Такая вот накатка диска. А также Человек-паук Вдали от дома, где также главную роль Человека-паука сыграл Том Холланд. И, наконец, последний фильм. Это у нас Человек-паук через вселенные. Это у нас анимационный фильм, который выиграл Оскар за лучший полнометражный анимационный фильм. Такое вот издание. И остались у нас другие издания. Фильм Антуана Фукуа с Дензелом Вашингтоном «Великий уравнитель». А также вторая часть «Великий уравнитель 2». Обе части снял Антуан Фукуа, а главную роль в них исполнил Дензел Вашингтон. Далее, следующее. Это у нас также фильм Антуана Фукуа «Великолепная семерка», где снова играл Дензел Вашингтон. Также снялись Крис Пратт и Итан Хоук. Далее, следующее кино. Это фильм с Уиллом Смитом «Защитник», основанный на реальных событиях. Далее фильм Рона Ховарда с Томом Хэнксом и Фелисити Джонс «Инферно». Следующее кино. Это у нас фильм с Джейденом Смитом и Джеки Чаном «Карате пацан». Перезапуск известного фильма 80-х.
Далее. Фильм «Коматозники» с Эллен Пейдж, Диего Луна, Нина Добрев и Кирси Клемансом. Это также ремейк другого фильма. Далее. Вторая часть «Мачо и Ботан» с Джоном Хиллом и Ченнингом Татумом. Далее. Фильм «Мой парень из зоопарка» с Кевином Джеймсом. Далее, следующее кино, это у нас фильм Эдгара Райта «На драйве», где роли сыграли Энсел Элгард, Кевин Спейси, Лили Джеймс, Эйса Гонсалес, а также Джон Хэм и Джейми Фокс. Фильм Эдгара Райта. Такое вот оформление интересной накатки. Далее. Анимационный фильм от Стивена Спилберга и Питера Джексона «Приключения Тинтина. Тайна единорога». Такое вот издание. Очень хорошая графика для мультфильма. Далее, следующее. Это фильм Нила Бломкампа «Район номер 9», который продюсировал Питер Джексон. Такая вот накатка. Далее, еще один фильм Нила Бломкампа. Это фильм «Робот по имени Чаппи», где у нас сыграли Шарлотта Копли, Дев Патель, а также Сигурни Вивер и Хью Джекман. У нас двухдисковое издание. Разные накатки. Робот по имени Чаппи. Далее, следующее кино. Это у нас фильм Дэнни Бойла Т2 Транспотинг. Продолжение фильма Транспотинг или на игле. Где у нас сыграли Юэн Макгрегор, Юэн Бремер, Джонни Ли Миллер и Роберт Карлайл. Далее. Фильм «Братья из Гримсби», где на роли сыграли Саша Барон Коэн и Марк Стронг. Такая вот веселая, немножко пошлая комедия. Далее. Фильм с Брэдом Питтом и Шайа Лабафом «Ярость». И последний обычный фильм. Это у нас фильм в таком вот издании. Здесь Sony участвовала в съемках фильма «Призрачный гонщик». Вот он, видим логотип Sony и Columbia Pictures. Фильм «Призрачный гонщик 2». И у меня еще осталось 5 мультфильмов. 2 мультфильма. Это «Облачно возможны осадки в виде фрикаделек» и «Сезон охоты». Такое вот сдвоенное издание.
накатки дисков этих двух мультфильмов. «Сезон охоты» — это самый первый анимационный фильм студии Sony Pictures Animation. Далее. Этим также занималась Sony Pictures Animation, но это у нас как бы фильм, но задачи здесь все нарисованы. Кролик Питер. Далее фильм «Монстры на каникулах 2». Пока в коллекции есть только вторая часть, но всю серию также надо собрать. И, наконец, последний фильм на сегодня. Это фильм Angry Birds в кино, основанный на известной серии мобильных игр. Такая вот накатка диска. Это был последний фильм. В следующем видео я покажу иностранные издания и 4К диски, дистрибьютором которой была фирма Sony. А на этом видео все. Надеюсь, вам понравилось мое видео. Подписывайтесь, ставьте лайки. Ждите следующих видео. Пока.